На протяжении последнего месяца я получил массу вопросов от подписчиков и зрителей, касающихся одной и той же темы – гомункула. Поэтому, следуя вашим пожеланиям, внеочередной выпуск секретного досье приподнимает завесу тайны, скрывающую это мифическое существо. Здравствуйте, мои хорошие! Долгое время я не мог понять, с чем связан столь бурный интерес к данной теме, пока один из подписчиков канала не поделился ссылкой на видео, которое дало старт истерии в интернете, связанные с выращиванием гомункула. После ознакомления с ней могу сказать, что просмотр видео заставил улыбнуться меня от души. Очень ироничный и наполненный нотками юмора проект. Но теперь давайте разбираться по порядку. Что такое гомункул, откуда появилось это понятие и все-таки возможно ли создание этого существа своими руками. Думаю, многие слышали о таком направлении древней науки, как алхимия. Максимальную популярность она получила в тяжелый для развития человечества период Средневековья. Наряду с поиском формулы эликсира бессмертия, попыток изготовить философский камень, восстановить растения из пепла и так далее, одной из главных ее целей было постичь тайны зарождения жизни и, как следствие, создать и вырастить искусственное существо, которое было бы наделено разумом – гомункула. По одной из теорий того времени считалось, что гомункул изначально заключен в мужской половой клетке. Маги и алхимики были уверены, что гомункулы обладают сверхъестественными способностями и будут верой и правдой служить своему Творцу. Процесс выращивания гомункулов считался очень трудным и чрезвычайно опасным занятием, так как малейшее отклонение от рецепта могло привести к рождению ужасного чудовища. Поэтому все рецепты старались хранить в глубокой тайне. Помимо этого, церковь под запретом смертной казни запрещала подобные опыты. Но, несмотря на вышесказанное, до нашего времени дошло множество методик, описанных древними учеными. Самый известный способ создания гомункула связывают с именем врача, естествоиспытателя, философа и алхимика Филиппа фон Гогенгейма, Парацельса, жившего в XVI веке. А в научном трактате «Мыслимая природа» Парацельс так описывает рецепт создания гомункула. Мужское семя следует плотно запечатать в бутыль и, намагнетизировав, поместить ее в лошадиный навоз сроком на 40 дней. По истечении этого времени в бутыле зародится гомункул, но он будет еще очень слаб и прозрачен. Чтобы вырастить существо, его нужно еще 40 недель держать в навозе при неизменной температуре, кормя арканум sanguinis hominis. Тут, видимо, алхимик имеет в виду человеческую кровь. А по словам Парацельса, рост взрослого гомункула порядка 30 сантиметров. Он имеет разум и интеллект и способен разговаривать. Однако, как и следовало ожидать, никому из последователей Парацельса так и не удалось воспроизвести данный опыт. Кстати, так широко разрекламированный за последние дни в интернете метод по созданию гомункула в яйце принадлежит не Парацельсу, а доктору Дэвиду Кристианусу, работавшему в университете немецкого города Гиссен в XVIII веке. По его рецепту для зарождения гомункула следует взять из-под черной курицы свежее яйцо, проткнуть в скорлупе небольшое отверстие, через которое произвести замену части белка мужским семенем, а после чего запечатать отверстие пергаментом и положить в человеческие экскременты в первый день мартовского лунного цикла. Через месяц из яйца вылупится человечек, которого следует кормить земляными червями и семенами лаванды. Вообще, XVIII век можно назвать расцветом учения о гомункулах. Данная тема имела большой резонанс и активно обсуждалась в научных кругах. А многие ученые в своих работах коснулись этого вопроса. О гомункулах писал и Антони ван Левенгук, изобретатель микроскопа, и даже дед создателя теории эволюции Чарльза Дарвина, Эразм Дарвин, знаменитый в то время врач и ботаник. Если перенестись дальше во времени, то можно отметить, что даже в середине 20 века ученые не оставляли попыток создания гомункула. В гитлеровской Германии активно проходили исследования, целью которых было искусственное создание разумного существа, беспрекословно подчиняющегося воле Создателя.
По завершении Второй мировой войны результаты их работ дали толчок в развитии таких направлений современной медицины, как генетика и трансплантология. Однако воплотиться в жизнь мечта алхимиков смогла по-настоящему только в наше время, когда благодаря открытиям современной науки удалось достичь серьезных успехов в клонировании. Методику экстракорпорального оплодотворения тоже отчасти можно назвать отголоском тех чаяний. Сегодня эта технология помогает тысячам семейным парам, страдающим бесплодием, стать счастливыми родителями. Заключается она в извлечении женского организма яйцеклетки с последующим оплодотворением ее в пробирке мужскими сперматозоидами. Образовавшийся эмбрион помещается в инкубатор на срок от 2 до 5 дней. По истечении этого времени эмбрион переносит в полость матки, где уже и происходит обычное развитие зародыша. Но давайте вернемся к теме выращивания гомункула из яйца. Возможно ли зарождение жизни при оплодотворении куриной яйцеклетки человеческим сперматозоидом? С полной уверенностью наука отвечает отрицательно на этот вопрос. Почему же в реальном мире, в отличие от сказок, невозможно существование ни кентавра, человека-лошади, ни минотавра, человека-быка, ни тем более гомункула? Как нам известно из школьного курса биологии, для существования любого вида важным фактором является наличие механизмов, препятствующих поступлению генов извне. Давайте, максимально упростив научный язык, рассмотрим их. Не будем затрагивать защитные механизмы, которые делают невозможным как процесс спаривания различных видов, так и процесс встречи половых клеток различных видов живых существ. В данный момент нас интересует ситуация, что будет, если искусственным способом ввести мужское семя в яйцеклетку животного или птицы. И тут нам поможет такая наука, как генетика. Дело в том, что клетка любого живого существа обладает уникальным набором хромосом. Это такие структуры, в которых, как в памяти компьютера, записана вся информация о своем хозяине, начиная от цвета глаз и заканчивая тем, как должна выглядеть и работать каждая клетка в организме. В любой клетке человека, кроме половых, присутствует 46 хромосом. Половые же клетки несут только половинный набор хромосом – 23 штуки. Это нужно для того, чтобы после слияния мужской и женской половых клеток образовалась клетка с полным набором хромосом. В ходе слияния сперматозоида и яйцеклетки происходит сближение и своеобразное перемешивание, рекомбинация мужских и женских хромосом с последующим образованием клетки, зиготы, обладающей индивидуальной комбинацией хромосом. Именно в ней-то и содержится план нового зарождающегося человека. Подробно с процессом зачатия вы можете ознакомиться по ссылочке, находящейся в углу экрана. Так вот, для того, чтобы произошло сближение хромосом и начался обмен, хромосомы должны быть идентичны, то есть быть одной длины, структуры и иметь одинаковый набор генов. Если говорить о курице, то количество хромосом в ее яйцеклетке равняется 39. Помимо этого, длина, структура и набор генов куриной хромосомы разительно отличается от человеческой, что автоматически исключает возможность их объединения, и, как следствие, рассуждать о зарождении какой-либо жизни внутри куриного яйца уже не приходится. Поэтому в вопросе, реально ли создать гомункула из куриного яйца, можно смело поставить жирную точку. Ничего, кроме протухшего яйца и зловонного запаха, из этого эксперимента не получится. Тем не менее, нас все еще окружает множество тайн и загадок. Не болейте, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здоровья вам!